Всем доброго дня. Значит, давно меня не было на ютубе, давно я не снимал видео для своих подписчиков. Вот. Ну, в принципе, не было таких тем, которые надо было озвучить. Вот. Значит, заметил, что, часто люди спрашивают у меня про замену моторов, про всякие нюансы, связанные с этим. Вот, и поэтому вот я решил сегодня осветить две такие темы, по которым люди у меня спрашивают, про моторы, про неисправности моторов, про замену моторов. Вот, и сегодня будет видео такое, первая тема будет, расскажу пару слов про замену моторов, какие есть нюансы, особенности. Не буду вдаваться сегодня в подробности по поводу оригинальных моторов, неоригинальных. У меня есть уже на эту тему видео. Также я не буду сегодня показывать, как менять мотор в пылесосе. Но я думаю, люди и так прекрасно знают. То есть сегодня я буду говорить не про разборку пылесосов, вот, а именно про, скорее, неисправности моторов и непосредственно про замену одного мотора на другой. Потому что вижу, что люди сталкиваются со всякими проблемами из-за того, что не знают о некоторых нюансах. Вот, то есть первая тема будет, про замену моторов. Ну, расскажу вкратце. Вот, вторая тема будет очень такая важная, и клиенты у меня спрашивают, и подписчики, обращаются с такой проблемой, что пылесос очень громко гудит. Вот, на самом деле очень распространенное явление. Вот, то есть, понимаете, люди, например, пользуются несколько лет пылесосом, он у них работает как новый, то есть шумит, как и должен шуметь. Вот, а потом после, например, уборки строительной пыли или, например, в силу возраста пылесоса, мотор загрязняется, изнашивается и начинает громко гудеть. И вот я даже на Авито скупаю пылесосы. И очень часто вижу в описаниях, человек пишет, пылесос работает, но очень громко гудит. Ну, громко гудит, то есть, практически как самолет, да, взлетающий. Вот, освещу вот эти две темы. Начнем, с замены моторов. Вот у меня есть мотор, в идеальном состоянии. Это 1800 ватт мотор, самый популярный самсунговский, да. Вот, смотрите, первое, что я хочу сказать. Если у вас, сломался мотор пылесоса, и вы его, хотите заменить, запомните, моторы новые, если вы берете в магазине, неважно, китайские, оригинальные, китайские я, естественно, не советую никому. Вот, моторы поставляются всегда без вот этого шнурка. То есть, если вы, убедились, что у вас мотор под замену, например, сгорел вот, вы что делаете? Вы берете шило. У меня уже, в принципе, есть видео по снятию термозащиты, термореле вместе, да, с проводом. То есть, вам нужно отсоединить от своего мотора вот этот хвост и его обязательно оставить. То есть, новые моторы, они не идут с вот этими хвостами, с термореле и с хвостом. То есть, вам нужно сохранить хвост от своего мотора. Новые моторы, они идут только с щетками. Сами понимаете, без щеток мотор он не будет рабочим, да, у него не будет статуса рабочего. То есть моторы, естественно, поставляются с щетками, но без хвостов. Также, помимо этого,
моторы не поставляются с передними и задними фиксаторами. То есть, например, вот на мешковых Samsung, да, у них есть здесь прокладочка такая резиновая стоит на моторе, и сзади стоит такой фиксатор пластиковый. То есть эти фиксаторы вы тоже обязательно сохраняете свои. Вот, потому что эти фиксаторы вы нигде абсолютно не найдете, кроме как если, например, на Авито купить ну, такой же пылесос на запчасти, там, например, там условно. Вот. То есть в магазинах они не продаются, Samsung их не поставляет. Вот. То есть все вот эти прокладочки какие-то там, еще что-то вам нужно обязательно сохранить вместе с хвостом, если вы планируете заменить мотор. Также, смотрите, я часто продаю моторы. Вот, например, этот мотор у меня сейчас на продаже. Ну, то есть он у меня продается, он полностью исправный. Вот. Я продаю его, ну, с неким хвостом вот этим, да. То есть он у меня от какого-то пылесоса, я уже не помню от какого. Ну, в смысле, от Samsung, от какой модели. В чем суть? Почему вам в любом случае нужно сохранить? Ведь я продаю этот мотор тоже с хвостом. Ну, то есть, вот есть у него вот этот хвост с разъемом для платы. В чем особенность? На каждой модели пылесоса Samsung эти хвосты разной длины. Ну, то есть, в зависимости от того, какой корпус у пылесоса, в зависимости от того, какое расстояние до платы в пылесосе, значит, длина вот этих хвостов у Samsung бывает разная. Они бывают вот такие длинные, бывают в 2 раза короче, бывают совсем коротенькие на некоторых моделях. Вот, я продаю с хвостом, и, естественно, может быть такое, что у меня, например, хвост короче, чем ваш. И если вы оставите мой вот этот хвост, он может не дотянуться до платы. Поэтому я и говорю, нужно всегда сохранять свой хвост. То есть, даже если у меня, например, вы приобрели мотор, например, там хороший, рабочий, вот, если длины провода хватит, вы оставите мой хвост. Да? Если он окажется коротким для вашей модели Samsung, вы переставите на мой мотор свой хвост. Вот как бы вот это как бы про, значит, про хвосты. Также есть некоторые модели у Samsung, у которых отсутствует плата управления. Ну, то есть там мотор условно подсоединен напрямую к катушке. Значит, там у этих моторов хвосты немножечко выглядят по-другому. То есть он точно так же идут клеммы вот эти, защита. А на конце хвоста там не разъем для платы, а разъем немножечко другой. То есть он подсоединяется там через кнопку, подсоединяется уже к хвосту от катушки, прям напрямую. И там вот этот разъем по-другому выглядит. Вот. И по этой причине я вот и говорю, что всегда сохраняйте свой хвост. Значит, теперь быстренько покажу, как эти хвосты снимаются. У меня есть уже видео по снятию хвостов. Вы берете шило, ну, остренькое, да. Вот эти вот сами разъемчики с клемм мотора, они, ну, то есть, они фиксируются. То есть, вы их так просто вручную не снимете. Для этого нужно вот эти защитные колпачки оттянуть вверх, как бы. Оттянуть. И вот снизу, вот давайте я вам сейчас попробую показать, если камера настроится. Да, вот здесь снизу, здесь есть такая как бы дырочка, отверстие. Вам в это отверстие нужно немножечко надавить шилом. Вот, чтобы язычок, который фиксирует этот разъем, ну, как бы его утопить. Вот вы его утапливаете, и все, и легко, значит, разъемчик с клеммы снимается. Также и другую тоже оттянули вот этот колпачок. Немножечко шилом в отверстие надавили, и
второй разъем тоже снялся. Ну и, соответственно, термозащита, она защелочку тоже снизу надавливаете вверх вот так вот, и все, и она выводится. Вот, все, хвост снят, то есть секундное дело. Значит, также, когда вы будете обратно ставить разъем на клемму, вам нужно, ну, когда вы ее наденете, на клемму надвинете, вам нужно убедиться, что он держится, ну, хорошо, как бы, и не слетает с клеммы. Вот. Потому что, когда вы утапливаете вот в это отверстие шилом вот этот язычок, он может выгнуться во внешнюю сторону сверху, да, и потом уже может, ну, не фиксироваться, не попадать вот в это отверстие, то есть в самой клемме. Вот. В этом случае вам нужно просто сверху, где вот этот язычок, просто на этот язычок надавить и его как бы выгнуть во внутреннюю сторону немножечко, слегка. Вот. И тогда он будет защелкиваться. Вот. Дальше. Значит, скажу. Еще какая проблема, значит, с какими ситуациями я сталкиваюсь, когда люди, например, ну, планируют менять мотор. Значит, когда люди обычно меняют мотор? Обычно в двух случаях. Первый случай, это когда мотор сгорает. Опять же, сгорать мотор может по-разному. Симптомы могут быть разные. Вот, но в принципе их объединяет одно. Когда мотор сгорает, он не может работать стабильно и выходить на свои обороты. То есть, бывают разные стадии сгорания. Значит, самая такая начальная стадия, да, это когда мотор вроде более-менее как-то работает ровно, но он искрит и появляется какой-то запах горелой проводки. Это вот самая такая начальная стадия. То есть при сгоревшем моторе, как правило, даже в начальной стадии, ну, можно унюхать какой-то запах такой, ну, как бы именно вот проводки, не пластика там, а именно запах электропроводки сжженной. Вот. Ну и если вы, например, все-таки доберетесь до мотора там, и снимете крышку от моторного отсека, вы можете заметить, например, какое-то сильное искрение на щетках. У исправного мотора щетки, они искрят, но прям чуть-чуть, еле заметно, там какие-то вот такие бывают, как бы мерцание такое вот на коллекторе, прям такое легенькое. Это норма. Если прям там искры, как бы, ну, вокруг коллектора прям такая дуга тянется, да, то это значит уже где-то намечается межвитковое и уже как бы искрение большое становится. Это вот начальная стадия уже как бы. То есть мотор при этом может даже в принципе, ну, почти ровно работать, да, как бы. Значит, вторая стадия сгорания у моторов, это когда мотор уже не выходит на максимальные обороты, не может работать стабильно, ну, то есть он работает как-то рывками, или наоборот он вроде ровно работает, но с провалами какими-то, или, например, на маленькой мощности он работает, вы мощность повышаете, а он начинает захлебываться, ну, то есть проваливаться, да, в работе. Вот. Это уже такая вот уже устойчивая стадия сгорания, то есть там явно межвитковое замыкание уже вовсю, ну и соответственно там и запах уже сильнее. Вот. То есть, ну, при таких симптомах это 100% сгорел мотор, прям вот 100%. Вот. И последняя стадия сгорания, это когда мотор вообще там еле жужжит, как вот трансформатор, да, то есть какой-то гул идет от мотора, да, такой легкий, да, но мотор даже уже не вращается, то есть он не может даже крутиться. Вот, это уже все, это уже финальная стадия, тут уже, ну, многие люди, ну, думают, там на других стадиях думают, что, ну, что-то там может какая-то легкая неисправность, и мучают свой мотор прям до самого конца, пока он вообще не перестанет вращаться.
Вот. И вторая ситуация, когда люди меняют мотор, это когда в моторе обрыв. Значит, когда в моторе обрыв, пылесос не включается вообще. То есть полная тишина. То есть вы не слышите ни единого малейшего звука вообще от пылесоса, от мотора. То есть он просто как будто обесточен. Вот. Здесь, смотрите, бывают какие ситуации. Бывают ситуации, когда у человека пылесос не включается, и человек думает, ну, наверное, мотор отказал. Вот. Или наоборот, людям свойственно надеяться на лучшее. Люди начинают думать, что там катушка может быть. Нет, бывают ситуации, когда катушка, например, там кабель перебился, или контактная группа там подгорела, и контакта нету. Бывает такое, что платы накрываются, но это, ну, как бы редкие случаи. Бывает, платы накрываются, например, вот, ну вот видите, например, у меня плата вот стоит самсунговская. Может кнопка отказать включение, да, то есть кнопка там внутри может развалиться, там что-то в ней, вот, и она, ну, не будет работать, и пылесос не будет включаться. То есть с платами тоже такое бывает. Бывает, плата где-то треснула, например, ну там, не знаю, многие люди включают пылесос ногой, да, и в этих ситуациях, значит, плата повреждается. Бывает такое, что дорожка какая-то там переломилась, например, и, соответственно, да. Вот. И людям свойственно думать, что это либо плата, либо катушка, и человек, ну, как бы, ну, на мотор грешит в самую последнюю очередь. Но на самом деле, очень частые ситуации, когда вина в моторе. Виноват мотор. То есть в моторе очень часто происходит обрыв на практике. Очень часто. Что значит обрыв? Оборвать может обмотку мотора, например, от клемм, от щеточных клемм или от входных клемм. Оборваться, значит, обмотка может в роторе. Ну, как правило, тоже, да, там бывает такое, что в коллекторе что-то оборвало там или еще что-то такое. Значит, смотрите, здесь в этой ситуации, когда происходит где-то обрыв, значит, обычный человек, который, ну, далек там от ремонта пылесосов, обычный человек, он не может как бы определить, в моторе это обрыв или, ну, где-то там в плате или в катушке там. Ну, то есть люди часто очень на практике грешат на плату. А грешат на плату они почему? Потому что многие пытаются прозванивать, да, ну, понятно, что человек может прозвонить, например, катушку с кабелем, да, то есть, если катушка прозванивается, все, значит, электричество проходит на плату, да, то есть, к плате приходит, и люди начинают плату прозванивать. Ну, если у человека есть мультиметр, там, он ставит там вольтаж, например, там 220, вот, и прозванивает плату, то есть, он на плате. Вот давайте я сейчас разъем отсоединю. Значит, на всех самсунгских платах есть два разъема. Беленький и желтенький. Беленький разъем это входной, то есть на него приходит напряжение, значит, с катушки, с кабеля питания. А второй разъем это значит, напряжение, которое подается на мотор. То есть желтенький это всегда мотор. И вот, значит, люди что делают? Люди, значит, замеряют напряжение на белой клемме, видят, ага, 220 вольт. Все, значит, на плату напряжение приходит. И начинают замерять напряжение, ну, соответственно, включают условно плату, да, и замеряют напряжение на желтенькой клемме. И видят, что на желтенькой клемме напряжения что-то как-то нету. Ну, или там, условно, например, 5 вольт, например, напряжение показывает. И все, и люди сразу думают, ага, все, плата накрылась, надо менять плату. Ничего подобного. Значит, в этой ситуации, как правило, обрыв в моторе, а плата здесь вообще ни при чем. Значит, особенность в том, что на большинстве самсунговских плат
у них напряжение на моторе появляется. Значит, у них напряжение появляется при подключенном исправном моторе. То есть, если мотор подключен, вот давайте я вам сейчас все покажу. Сейчас я обратно поставлю хвост на мотор. Так, проверяем, что клеммы зафиксированы, то есть не слетают. Вот у меня здесь есть такой маленький стендик проверочный. Я на нем проверяю и тестирую все моторы. Вот, ставим моторчик. Вот, мотор у меня полностью исправный, соответственно, когда вы, значит, мотор подключаете, значит, к клемме, вот, плата его видит нагрузку. Ну, то есть, когда вы включаете, да, на выходе есть нагрузка, и, соответственно, в случае, если вы включите плату, да, вы снимете напряжение с этой клеммы. Вот. Соответственно, когда в моторе обрыв, это практически для платы это то же самое, что мотор не подключен. И поэтому, если в моторе обрыв, напряжения не будет на выходной клемме платы. Ну, соответственно, вот включаем регулятор на минимуме. Вот, соответственно, минимум. Максимум. В очередной раз напоминаю людям о соблюдении правил безопасности. То есть, если вы что-то, какие-то манипуляции с платой проводите, да, делать это нужно максимально осторожно. То есть, если вы подключаете разъемы, там, например, к плате, да, или трогаете плату, например, если она у вас вот не прикручена, как у меня, да, там, вот, условно, к деревяшке, или она у вас не стоит, например, в пылесосе, там, где она должна стоять, не прикручена, да, вот, делайте все это на обесточенном, как бы, состоянии. Вот, то есть разъемы, хоть они более-менее изолированы, но все равно есть вероятность, как бы, нарваться на напряжение 220. Поэтому делайте все очень аккуратно. Кнопка включения, она у всех пластмассовая, то есть, в принципе, нажать ее это безопасно, здесь как бы вас током не ударит, да. Регулятор вот этот тоже, который на платах стоит, вот эта крутилочка, он обычно тоже как бы, ну, безопасен, то есть при включении в сеть, как бы, ну, я, например, не задумываюсь о том, что меня там током ударит, да. То есть этот регулятор можно вращать как бы руками, ну, опять же, если он исправный. Вот, саму плату руками при включенной сети лучше не трогать, потому что там везде проходит 220 по всей плате, как бы, да. Вот, то есть подсоединили разъемы, включили в сеть, как бы, нажали кнопочку, пылесос включился, да, нажали кнопочку, пылесос выключился. Вот. Всегда не забывайте про электричество. Электричество это вещь такая, что нужно все делать осторожно. Вот, значит, скажу, для людей, у которых, ну вот, нету мультиметра, нету тестера, например, и они не могут, ну, прозвонить мотор, например, на обрыв. У меня, кстати, есть видео на канале, как прозвонить мотор на обрыв. Вот, очень подробное, можете посмотреть, кому надо. Вот, но если у вас нету тестера, и вы даже просто не можете банально прозвонить мотор, ну, как бы, там, прозванивается он или нет, значит, что в этом случае можно сделать? Ну, то есть, как убедиться, в моторе это обрыв или все-таки плата у вас отказала?
В этих случаях я всегда всем говорю, что самый верный способ это подсоединить мотор напрямую, мимо платы. Значит, что значит подсоединить напрямую? Если, опять же, вы дружите с электричеством, ну, как бы, все меры безопасности соблюдаете, значит, что нужно сделать, чтобы подключить мотор напрямую? Вот у вас есть, например, катушка у вас в пылесосе, да? Ну, вот, у меня тут просто желтенькая клемма, ну, которая клемма питания, да, условно, вот это от катушки идет, да, ну, на катушке она беленькая, у меня просто не было беленькой, я желтенькую поставил, ну, не имеет значения. Вот это, например, у вас от катушки хвост, да, а вот это хвост от мотора. То есть, чтобы напрямую мимо платы подсоединить, вам надо взять какие-то две проволочки, там, такие тоненькие, да, и вот соединить два вот этих разъема между собой. Ну, то есть напрямую, как бы, да. Разъем катушки и разъем мотора. Вот, подсоединить, ну, чем-то скрепить вот так вот, я не знаю, там, может, изолентой как-то их скрепить. Вот, и включить в сеть. Ну, то есть катушку, кабель питания включить в сеть. Если у вас при этом мотор заработает идеально, ну, то есть, все, он крутится, вращается, все, без проблем. Вот, значит, у вас отказала плата. Если же вы подсоединили мотор напрямую, и он у вас молчит, ноль эмоций, ну, значит, у вас плата живая, а в моторе обрыв. Все просто. То есть, для этого не нужны тестеры, не нужны там мультиметры. Вы можете просто, как говорится, это все проверить. Я вам честно скажу, я хоть и мастер по Samsung, да, но мне даже как мастеру не нужен тестер или мультиметр, потому что у меня всегда в наличии есть заведомо исправный мотор. И мне достаточно просто к плате подключить свой исправный мотор и посмотреть, будет ли он работать. То есть, если я подключаю исправный мотор к плате и тишина полная, значит, плата отказала. Если мотор заработал, значит, с платой все хорошо. Ну вот клиенты иногда приходят, вот говорят, я не знаю, что у меня мотор неисправный или плата. Я сразу беру свой исправный мотор, заведомо исправный, подключаю, и все. Если мотор молчит, значит, плата на выброс. Вот и все. Ну, вот при подключении напрямую, то есть, если у человека нету мультиметра, и он подключил напрямую, и мотор все равно молчит, здесь есть еще вероятность того, что катушка неисправна. Вот. Если человек, например, не может катушку прозвонить, нечем просто, да. Тут есть другой вариант подсоединять как бы мотор не к катушке, а просто вот вместо этого хвоста, ну, подцепить просто два проводка, посадить на входные клеммы мотора. Ну, вот входные клеммы, да. Просто взять провод какой-то с вилкой, да, прицепить как-то, примотать, значит, ну, два провода примотать на входные клеммы мотора и точно так же зафиксировав где-то мотор, например, в корпусе пылесоса, да, чтобы он резко не крутанулся, потому что при запуске мотора он, ну, у вас дернется, да, вот так вот, и он может, ну, намотать на себя этот провод. То есть у вас мотор должен быть обязательно где-то зафиксирован быть, то есть либо в пылесосе стоять, либо вот как у меня он стоит в специальном таком кожухе, то есть он не провернется, да, при старте. Вот. То есть, и вы можете мотор просто даже не к катушке питания подсоединить, а прямо вот через какой-то кабель такой с вилочкой вставляете в розетку, да, и как бы, если мотор заработал, значит он рабочий. Если он молчит, значит обрыв. Вот. Это значит все, что касается замены моторов, проверки мотора на обрыв и, ну, соответственно, вот, рассказал вам некоторые нюансы, значит, по
о замене мотора, про хвосты, что нужно оставлять их, что нужно оставлять все вот эти вот шайбочки на мотор, которые насаживаются, да, там уплотнители, то есть это выбрасывать нельзя. То есть если вы будете приобретать новый мотор, с новым мотором в комплекте это идти не будет. Вот, переходим, значит, ко второй теме. Это если мотор громко гудит. Вот реально там как самолет, там вы беспокоите там соседей при уборке в квартире, да, и самим вам некомфортно. Ну, от того, что он громко работает, громче, чем должен, да. Расскажу, значит, сначала, когда такое может происходить. Ну, происходит это обычно из-за загрязнений в моторе. Значит, у многих владельцев, да, со временем падает сила всасывания пылесоса. Особенно это часто встречается на контейнерах. Бывает такое и на мешках, если люди прям убивают свои мешковые пылесосы, строительную пыль убирают, потому что строительную пыль мешки обычно не задерживают, и она летит дальше в мотор. Вот. Бывает такое, когда мешок рвется, да, и владелец вовремя не заметил, например, да, что порвался мешок, и вот там вся эта пыль пошла там через фильтр, там даже все равно в мотор, там волосы какие-то полетели в мотор, там, да. И у мотора забивается крыльчатка. То есть, если вы мотор, например, снимете, вот у вас упала там сила всасывания очень сильно, да, и, возможно, появились звуки какие-то, там, вибрация мотора, вот особенно, знаете, вибрация часто наблюдается, вот мне приходит какой-то пылесос, я вот скупаю уже пылесосы, пылесос пришел, я его включаю, я не проверяю, там, всасывает он, не всасывает, ну, бывает проверяю, бывает нет, но бывает включаешь пылесос, и он при старте и при выключении вибрирует, ну то есть прям вибрации такие идут. Вот. А когда работает, ну вроде никаких вибраций нет, вроде работает. Но вот при включении и выключении бывают вибрации. Из-за чего эти вибрации? Вибрации, опять же, из-за загрязнений, как правило. Вот. И я достаю мотор, например, из пылесоса, и вот на нем там, вот в крыльчатке, где лопасти, да, то они у чистого хорошего мотора все лопасти, они прям как новенькие сверкают, то есть никаких там загрязнений, ничего нету. А бывает там волосы какие-то там намотаны на лопастях, прям там куски пыли какой-то, да. Вот. И из-за того, что грязь на крыльчатке налипла неравномерно, бывает такое, что мотор при включении, при раскрутке и при остановке, он начинает вибрировать. То есть в этом случае нужно чистить крыльчатку. Точно так же бывает, значит, что у людей крыльчатка, ну, как бы забивается пылью неравномерно. И бывает такое, что, ну, например, она сначала равномерно там распределилась, особенно вот порошковая пыль, например, строительная, да, равномерно, а потом, например, в какой-то момент с одной лопасти отвалился кусок грязи, да, и все. И, то есть, появился дисбаланс на крыльчатке, а обороты у мотора порядка 30 тысяч в минуту, вот, количество оборотов. Ну, то есть, скорость бешеная, и, сами понимаете, любой маленький дисбаланс, он приведет в лучшем случае к каким-то вибрациям, а в худшем случае как раз к вот таким вот звукам. То есть, если у вас мотор громко гудит, это в 90% случаев загрязнение крыльчатки. То есть, из-за того, что там налипла пыль, потом пыль скопилась, или волосы какие-то, ну, как бы, под кожухом на крыльчатке, там же есть крыльчатка вращающаяся, вот это вот, да, сам вентилятор, да, а по бокам пластиковая такая крыльчатка еще идет там.
И вот если там набились вот эти комки пыли какой-то, грязи там вот на этой крыльчатке, то у вас мотор будет громко гудеть. Он будет вот реально, вот вы включаете пылесос, а он как ракета гудит, да, как самолет взлетающий. Вот. В этом случае нужно чистить крыльчатку. Но это в 90% случаев. В 10% случаев бывает, что уже подшипники износились, и шум такой стоит из-за подшипников. Такое тоже бывает, но это редко. Это редко. Это в 10% случаев. Как правило, это грязь в крыльчатке. И вот сейчас я вам покажу, как легко, значит, устранить вот этот вот дикий гул или свист, например, при работе пылесоса. Вот покажу вам, не буду разбирать идеальный исправный мотор. Вот, покажу, как, значит, почистить. Вот у меня есть другой мотор такой. Вот, он с обрывом. У него обрыв в роторе. Вот, но с виду он нормальный. То есть я вот на примере его покажу сейчас, как, значит, вообще почистить мотор, потому что у многих людей бывает, ну, я думаю, что если вы снимали свой мотор, особенно в контейнере, если, да, ну, сняли, например, мотор, то он весь просто в пыли, он весь вот, прям вот, его даже в руки брать противно. Он весь в пыли, то есть вся обмотка в пыли, там все внутри в пыли, на крыльчатке, вот, давайте я вам сейчас покажу. Вон там на крыльчатке, смотрите, сколько всего налипло. Вон она, серая, коричневая, такая бурая пыль. Вон, видите, налипло. То есть вот при таких вот налипших загрязнениях мотор может работать очень громко. Вот. Это очень легко поправимо на самом деле. Я вам сейчас покажу, значит, что можно сделать. И это очень эффективный метод. Эффективный и при этом безопасный. Значит, смотрите, на моторах, как правило, на самсунгских моторах, вот этот кожух крыльчатки, вот этот кожух, да, он фиксируется вот загибами. Ну, то есть он держится за счет 4 вот этих загибов. Вот вы увидите на своем моторе. Таких загибов нету на моторах 2400 Вт. Там кожух крыльчатки, он просто запрессован. То есть его просто на моторах 2400 Вт нужно просто взять молоточек такой и молоточком вот так по кругу этот кожух, ну, как бы сбить, да. Вот, он на 2400 Вт он просто запрессован. А на остальных моторах он держится на 4 вот этих загибов. Чтобы эти загибы выровнять, вы берете пассатижи, ну, такие довольно-таки мощные. Вот. И каждый вот этот загиб аккуратненько, особо не коцая, каждый вот этот загиб выпрямляете. Вот я сейчас все вот эти 4 загиба, я их выровню. Вот сейчас вам покажу на камеру, да, как выглядят загибы. Вот один загибчик, вот другой загибчик, и вот 2 загибчика я пассатижами сейчас выровнял. Сейчас выровню еще 2. Это я все показываю для того, чтобы вы понимали, как почистить, значит, крыльчатку. Вы будете удивлены, но мотор можно спокойно помыть. Вот. И это самый, на самом деле, эффективный метод после продувки. Ну, то есть, при каких-то незначительных загрязнениях можно крыльчатку, ну, прочистить какой-то узенькой кисточкой. Вот. При более таких серьезных загрязнениях крыльчатки можно продуть компрессором. Ну, как бы в большинстве случаев это помогает. Но если вы хотите, чтобы у вас мотор вообще прям
стал как новый, вот прям аж сверкал, прям, ну, то есть вообще все загрязнения, там вот, ну, то есть вся пыль вот и во внутренностях, там везде, то мотор можно помыть. Я вот иногда прибегаю к таким методам, то есть мотору от этого, если вы его один раз помоете тщательно, ему ничего не будет, он будет исправно работать, как бы, да, то есть. Ну, давайте я вам по порядку покажу. Вот я отогнул, значит, все загибы. И теперь мы забиваем кожух, ну, вот так вот по кругу, легенькими ударчиками. Вот. Вот мы сняли кожух крыльчатки. Отложили его в сторону. Ну, если у вас здесь мусор какой-то, грязь, тоже здесь все надо как-то вычистить. Вот так выглядит, значит, на оригинальных моторах. Так вот выглядит крыльчатка. Вот. И такая вот еще пластмассовая крыльчатка по кругу. И вот вы видите, да, смотрите, комки какой-то пыли вот здесь, вот, да, грязи. Волосы иногда бывают. На самой крыльчатке там лопасти, они вот такие вот идут, как бы полукруглые по всей крыльчатке. Там тоже бывает грязь набивается. Вот. И, значит, смотрите, как проверить, значит, все-таки исправны подшипники или нет. Ну, то есть, вы можете поворачивать, значит, крыльчатку. Ну, вот у меня этот мотор, видимо, он мало того, что в обрыве, так еще и подшипники, наверное, может быть, заржавели немножко, потому что крыльчатка не свободно крутится. Ну, то есть, со снятыми щетками у нее нет свободного хода, инерции. То есть, она немножко с затруднением вращается. Но это не суть. У вас она должна вращаться легко. То есть, вы проверяете, во-первых, на легкость вращения крыльчатки. То есть, она прям вот как на подшипничках должна легко вращаться. И если вы ее там вот условно крутанули, она должна, ну, иметь инерцию, да. То есть она не должна, вот как у меня здесь, да, я крутанул, а инерции нету. Ну, то есть что-то с подшипниками либо приржавели, там, либо, может, загрязнены сильно, не знаю. Ну, этот мотор, как бы, он не рабочий изначально был, я вам просто на примере показываю. Вот, значит, вот в таком виде вы, значит, смотрите люфт. Если никаких люфтов нету, вот, шатаете, значит, крыльчатку вот эту. Если никаких люфтов ни вверх-вниз, ни из стороны в сторону не наблюдается, значит, подшипники нормальные. Если вы вращаете вот так вот крыльчатку, да, вращаете ее, и есть инерция, ну, значит, подшипники в идеале. То есть, здесь не может быть шума из-за подшипников. Вот. Также, когда вы ее, например, вот так вот вращаете, ну, то есть, вот, крутанули, да, она имеет инерцию, тоже не должно быть особо никаких шумов от подшипника. Ну, то есть, они практически бесшумно должны вращаться, ну, то есть, вот. Если вы убедились, что подшипники в идеале, вот, все вращается легко, бесшумно, ну, от руки я имею в виду, значит, загрязнение. Значит, у вас в крыльчатке сидит очень много пыли, грязи, и, возможно, сидит неравномерно, и из-за этого у вас мотор громко гудит. И вы просто берете вот мотор со снятыми щетками, то есть щетки обязательно надо открутить на моторе. Вот в таком виде вы его несете в ванну. На лейке душа вы переключаете режим на фрезу. Ну, то есть, на сильный напор вот этими, там, условно, струями, да. То есть, желательно даже такую горячую воду включаете. И вот этой фрезой, сильным напором вы промываете весь мотор. Все вот внутренности, там, обмотку, всю от пыли, от грязи. Все вот это промываете, всю крыльчатку под определенным углом, как бы, чтобы выбило, этим напором воды выбило все вот эти вот напыления, загрязнения на крыльчатке. То есть они у вас сразу
ну, будут вылетать как бы из крыльчатки. То есть всю просто проливаете, всю вот этим напором. Вот, и вы удивитесь на самом деле, сколько у вас там сидит вот этой грязюки всей. Вот, после того, как вся грязь вот эта вышла отсюда из крыльчатки, из вот этих пластиковых всяких вот этих вот мест, да, вся вот эта грязь у вас вымылась, вылетела. Крыльчаточка у вас блестит, вся чистенькая, никаких там напылений, загрязнений на ней нету. Все, у вас мотор весь чистенький, как с магазина. Вы начинаете его собирать. Берете кожух. Вот, насаживаете его. Насаживаете на мотор по кругу. Смотрите, чтобы у вас бортик везде, вот этот вот бортик был равномерно. Здесь где-то, наверное, миллиметра 3-4. Вот. Ну, то есть, как бы сам мотор в этот кожух углубляется где-то на 3-4 миллиметра. То есть, по всей окружности смотрите, что он полностью осел, да. Вот, везде равномерно. Проверяете, да, чтобы кожухом не зажало крыльчатку. То есть вы берете, значит, вот, ну, пальцами аккуратно берете за гаечку, или можете сам коллектор палец засунуть вот внутрь. Вот, и сам коллектор вот повращать. Как бы, если он без заедания вращается, значит кожух крыльчатку не зажал, все хорошо. И вам теперь нужно просто эти загибы, соответственно, завернуть. Как их завернуть? Вот я вам сейчас покажу, как я обычно это делаю. Я уже, ну, как бы за много лет приноровился. Значит, вам понадобится какая-то вот такая вот мощная плоская отвертка, ну, по которой можно молотком ударить, да. И вы просто вот так вот мотор ставите, ставите отвертку вот где-то под углом 45 градусов к мотору. Ставите в то место, где был загиб. Я вот так вот ее придерживаю. Вот. И делаю удар молотком. Ну, можно еще немножечко слегка. Главное не переусердствовать. Вот. И видите, у нас образовался точно такой же загиб, который был изначально. Аккуратненький такой. И вот так вот все 4 загиба. Теперь вот с противоположной стороны. Вот, второй готов. Третий. Сейчас я найду место, где загиб был. Вот он. Вот. Так, третий загиб готов. Так, и вот здесь был 4-й. Вот все 4 загиба готовы. Вот можете посмотреть. Первый загибчик, второй, третий и 4-й. Все, и на всякий случай еще раз проверяете, значит, что ротор легко вращается, нигде не пережат. Все. Мотор у вас, естественно, весь такой, ну, еще сыроватый, мокренький. Вот, но это ничего страшного. Ничего страшного почему? Потому что вся обмотка в моторе, она вся заизолированная. Ну, то есть от клеммы до клеммы расстояние довольно-таки большое. Вот, то есть у вас никакого замыкания там от пару капель воды не произойдет в моторе. Это я вам 100% гарантию даю. Вот, то есть это в принципе безопасно. Вот. Ну и соответственно прикручиваете щетки, ставите щетки на место, прикручиваете, ставите вот эту термозащиту, ну то есть хвост мотора, да. И значит можете уже в принципе этот мотор
включить и его просушить. Значит, поскольку обороты бешеные у мотора, да, то есть он себя за считанные минуты просушит как фен. Вот, значит, плюс к тому же мотор при работе всегда нагревается, даже в холостом режиме где-то градусов до 40, до 50. Вот, и за счет этого он себя, ну, еще больше и эффективнее просушит сам себя, потому что весь поток воздуха, крыльчатка засасывает воздух, и весь воздух гонится через мотор. И то есть за 3 минуты работы, ну, соответственно, вы его, я вот моторы сушу прямо вот в этом кожухе на своем стендике вот этом, вот, а вы, соответственно, ставите просто мотор, если у вас контейнер, вы ставите его в кожух, вставляете как бы в пылесос, подсоединяете плату, катушку, включаете, и там от 3 до 5 минут у вас мотор высыхает на 100% весь. Он весь себя высушивает, сам себя, на максимальных оборотах, соответственно. Вот. На мешках вы просто ставите мотор в моторный отсек, закрываете крышку моторного отсека и точно так же включаете его на всю катушку, и через 5 минут у вас весь мотор просто высыхает, ну, не знаю, как в пустыне. Вот. Первое время, когда вы только его включите, соответственно, ну, он будет слегка брызгаться, ну, то есть вы можете как бы ладонь прислонить на место выдува, да, и почувствовать, что, ну, поток воздуха, он еще и с такими капельками, да, то есть мотор все капли из себя выгоняет, как бы, и уже через минуту вы почувствуете, что уже все, уже никакой сырости нету, он гонит один только воздух. И вот в таком режиме вы еще минуты 3-4 даете ему поработать на максималке. И все. И потом вы уже достаете, там, спустя 3-4 минуты, достаете полностью сухой, на 100% высушенный мотор. И все. И у вас мотор готов к работе и служить еще долгие годы. И самое главное, что после вот мойки такой вот под напором, вы когда включите мотор, вы сразу же увидите разницу. То есть у вас мотор будет работать реально как новый. Не будет ни гула никакого, ни свиста. То есть мотор будет шептать. Он будет работать по шуму как новый. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел сегодня вам рассказать. Видео получилось очень длинное. Я думал, что будет короче. Ну, поскольку я все довольно-таки подробно людям рассказываю, у меня видео всегда получаются длинными. Но, несмотря на это, я считаю, что полезными. Поэтому, как говорится, подписывайтесь, пишите комментарии. Вот. Я думаю, что на этом все. Всем пока.